Всем привет! Сегодня у нас продолжение цикла роликов «Прощание с импортным моделизмом» и такая небольшая подрубрика «Исчезнувшие цивилизации». В общем, в кадре такая, может быть, для кого-то необычная коробка, для меня тоже, наверное, в каком-то смысле. В общем, машина Sturm Panzer 4, ранняя версия, ну, скажем, средний выпуск, середина выпуска, наверное, да, можно так перевести. То есть четвертый штурмпанцер от фирмы 3Star. Вот ее логотип. Значит, что по коробке, почему исчезнувшая? В общем, бренд 3Star, фирма, производитель моделей, она не существует уже энное количество лет. Соответственно, наверное, пораженным моделистам это все знакомо, понятно. Мне нет, потому что я таковым не являюсь. В общем, это гонконгский производитель моделей, который, собственно, существовал, ну, где-то, получается, по информации из интернета, с 2001 по 2013 год был активен и что-то выпустил около там 30 наборов, наверное, может больше, может меньше, смотря как считать. Соответственно, потом, ну, по сведениям из интернета, якобы обанкротился, что там на самом деле неизвестно. Гонконг это дело темное, то есть сейчас практически информацию о самом производителе, то есть в наборах можно найти, да, информацию, а самому производителю не найдешь практически ничего. Да и не суть это важно. Потом, судя по всему, оборудование и прочая собственность было выкуплено концерном Trumpeter. В частности, под одним из брендов Trumpeter, ну, насколько я понимаю, выпускались наборы этого самого 3Star. Причем зачастую даже без изменения боксарта, то есть практически такие же коробки, только с логотипом Хобби Босса, в частности. Вот этот Штурмпанцер 4 тоже выпускался. Почему с коробкой у меня оказалось? Ну, потому что спустя, наверное, почти 10 лет внезапно оказалось, что можно купить эти наборы в магазине, скажем так. Не буду упоминать какой, но данную коробочку, в принципе, я, скажем так, урвал, не буду скрывать, где-то за 2000 рублей. Ну, считаю в целом, что вроде при такой комплектации, наверное, неплохая сделка. Потому что, собственно, производитель, я так понимаю, по своей философии относится вроде как к производителю моделей для, ну, достаточно дорогих хардкорных моделистов. То есть что-то такое, знаете, по атмосфере напоминающее Драгон, которого у меня нет ни одного набора, но я, так сказать, провожу параллели с полной компетенцией. То есть это достаточно серьезное такое количество деталей, серьезная детализация, то есть много, скажем так, автомаркета, который, если можно так назвать, который в коробке уже идет. В принципе, за такую цену довольно круто. При том, что вариации в исполнении Хобби Босса, которые ничем, даже буксартом не отличаются, они, в принципе, уже за большие деньги продаются. Вот. Так что, видимо, где-то в закромах были откопаны эти коробочки. Вот они даже кое-где иногда редко встречаются. Так, ну что, с гонконгским 3Star вроде так немножко закончили. Что по прототипу, Штурмпанцер 4, это, собственно, самоходная артиллерийская установка на базе, как можно догадаться, Панцера 4. Ну, соответственно, у 3Star была линейка этих Панцеров 4, соответственно, почему бы как бы для унификации на базе САУ и сделать. Самоходка, соответственно, официально что Панцер 4, у немцев в войсках там просторечно Штупа называлась, сокращенно от Шту и Панцер. На Западе во время войны ей там кодовое имя Брумбар с немецкого Ворчун присвоили, ну и так далее. Собственно, что такое? Да, самоходка, где на шасси Panzer 4, собственно, снималась все башня, подбашенная коробка, заменялась на рубку, вот такой устанавливалось орудие фирмы Шкода. Стреляла, кстати, теми же снарядами, что СИГ-33 гаубица, которая у меня была, по-моему, от МСД где-то ролик был. Вот.
Ну, соответственно, делали их, по-моему, с 43 по 45 год. Соответственно, с 43 по 44 делали с циммеритом. Вот можно видеть, кстати, на боксарте, что есть циммерит. Потом 44 конца делали уже без циммерита. Всего выпустили около 300-400 штук, точно не помню. Орудие, штурмовое орудие поддержки пехоты, в общем-то. Больше, наверное, говорить тут не о чем. Давайте смотреть коробочку. Соответственно, логотип Тристара. Видно, что 35-й масштаб. Видно, что говорят спасибо некоторому мистеру Томасу Дженсу и Сейки Пату. Так, и видно, что есть надпись с интерьер. То есть модель интерьерная, а также внизу более мелко, что есть фотоотравление в комплекте. Да, почему тут, опять же, серьезные моделистов и так далее, очень прям четенько пытаются указать, что именно ранняя версия, середина производства, то есть прям четко, что, потому что там было несколько генераций этих самых брумбаров, штумпанцеров, то есть какие-то они с какими-то отличиями, такое серьезное отношение к конкретным написанию версии, это обычно характерно для производителей, которые прям вот для хардкорщиков, кому это важно. На боковиках коробки, соответственно, у нас небольшая схема окрасочки есть. И на втором боковике есть немножко совсем наборчиков. То есть такая у нас колесная бронемашинка и какой-то автомаркет с катками. Смоляными, не смоляными, не совсем понятно. В общем-то и, собственно, все. Так что можно заглядывать в коробочку. Для меня, в принципе, заглядывание в коробочку практически такое же свежее, так сказать, первое впечатление, поэтому ничего практически там сильно не готовился, что-то там не рассматривал. Вот. Так что да, залезем, так сказать, вместе. Коробка с верхней загрузкой у нас имеется большое достаточно количество литников. Я говорил, вот немножко по атмосфере напоминает то, что можно в коробках Драгона увидеть. Пластик у нас такой оранжевый. Мы его отдельно будем смотреть. Литники пластиковые. Литник у нас с резиноподобными деталями. Тоже потом посмотрим. Много рамок реально. То есть, ну, как бы сразу дает впечатление о членении и детализации. Так. Потом у нас идет, значит, инструкция. Вот такая, опять же, немножко по формату на драконовскую похоже. То ли пытались какую-то версию дракона, что ли, свою. У них, по-моему, такая же по формату инструкция, да? Листик с, соответственно, изменениями, то есть исправлениями, видимо, в инструкцию. Значит, дополнительно у нас имеется в виду пакетик с фотоотравлением. Там аж 2 платы. Также там имеется, насколько я понимаю, декаль, но особо не видно. Имеется у нас, скажем так, литник, не литник. В общем, рамка с деталями экранов боковых. Что-то новенькое для меня, не совсем понятно, из какого-то это материала. Это похоже на какой-то тоненький какой-то пластик, тоненький резиноподобный материал, тоненькое что-то, не знаю, как бы не картон, но, видимо, продиктовано, наверное, тем, что хотели какую-то... Не в травлении их дали, да, эти экраны часто в травлении дают обычно, чтобы, ну, скажем так, в таких хардкорных моделях, чтобы показать их, так сказать, масштабную толщину, что они тоненькие, что просто в пластике невозможно такие тонкие пластинки отлить в 35 масштабе. Но здесь какой-то они свой материал выбрали, я не знаю, может удешевление, может что-то там еще какие-то мысли были. Ладно, посмотрим. И, собственно, да, про прозрачный пластик я забыл, по-моему, сказать, да, но все равно будем смотреть. И еще какие-то целых 2 прям вот металлических детали. Ну, вроде как то же самое фотоотравление, но сделали их отдельно. В общем, довольно забавная такая необычная комплектация. Будем смотреть это все по порядку. Начинаю, собственно, с инструкции. Вот такая у нас инструкция, да. Тот же самый боксарт с коробки. Те же самые надписи повторяющие.
проекции готовой модели. Никакой, я так понимаю, исторической справки нет. Что у нас тут? Стандартные предупреждения. Дальше у нас идет раскладка, собственно, литников. Можно опять же увидеть, что их прям дофига. Кое-какие детали отмечены как неиспользуемыми. Ну, видимо, как бы унификация с четверками. Соответственно, понятно, что какие-то из них будут неиспользуемыми. Так. Хотел глянуть. Ну да. Ладно. Так. Да, все перечислено. Что декаль, что фототравленные части. Кстати, написано, что даже целых 3 платы. Надо будет проверить. И потом следующим у нас идет схема окраски черно-белая на 3 варианта, собственно, на один и тот же бронетанковый 216-й батальон на Италию 44 год. Ну, так понимаю, имеется в виду танки еще с циммеритом. На 3 машины, короче, разные, с разными паттернами камуфляжа. 2, кстати, похожи, один своеобразный такой. Дана перечислены краски на Тамию и на Ганзу, на акрилы и на нитрокраски. Ну, в принципе, достаточно стандартно, все вроде видно. Камуфляж, кстати, да, вот двухцветный, даже не трехцветный, очень простой. Каких-то проблем с ним, наверное, быть не должно особых. Дальше идет инструкция. Ну, так вот сказать, довольно мелко и, скажем так, на взгляд неискушенного моделиста типа меня, ну, достаточно мудреная в плане того, что деталей в наборе же, как мы уже могли понять, очень много. Инструкция довольно мелкая, довольно плотно упиханная, так сказать, на одну страницу. Соответственно, довольно много шагов сразу здесь находится, подсборок. Вот можно видеть, что членение большое. Тот же самый узел тележки, он прям вот из кучи деталей, в том числе очень мелких. Ну, действительно, как бы Драгон напоминает. Вот то, что обычно, когда смотришь обзоры Драгона, примерно вот что-то похожее там видишь. То есть даже каток вот из кучи деталей, да, то есть там, как мы видели, там и обрезинка катка, судя по всему. У нас тоже все это отдельными деталями, причем именно резиновыми дается. Вот, например, задняя бронепластина, скажем так, бронепанель. Видно, что из какого огромного количества она прям тут деталей собирается. То есть очень много. Ну и все остальное. Про сверление вроде, кстати, пока ничего не вижу. Но видно, что очень много деталек. И сразу тут видно, что и фототравленные детальки прям участвуют с самого начала, как вот здесь, например. Ну, то есть это действительно для таких искушенных ребят, которые, как сказать, не побоятся сложностей и т.д. и т.п. Потому что, ну, как бы да, то есть это выглядит серьезно. Это выглядит даже, наверное, веселее, чем мини-арт, который мы смотрели. Так, значит, это вот вся, вот так вот, как гармошка, это все разворачивается. На Звездовский немножко похоже в этом смысле инструкции. Да, вот мы видим, что ванна одна, тут вот действительно какая-то интерьерная часть есть. Ну, я так понимаю, не то чтобы прям супер подробная, насколько я успел понять. Но типа, наверное, люки можно будет открыть в таком каком-то разрезе. То есть видно, какие-то перегородки вниз устанавливаются. Так, что дальше? Значит, ну опять же вот продолжается ванна. Тут видно, что соответственно, даже вот нижние части ванны, они отдельно отлиты, несмотря на то, что ванна целая. Вот есть мелкие фототравленные детали, какие-то цепочечки там подвешиваются на буксировочные проушины. То есть супер микроскопические, насколько я понимаю. Ну, то есть понятно, что подход за 2000 рублей достаточно серьезный. Да, вот заканчивается это подвески сборка. Тут у нас катки устанавливаются. Начинается сборочка, собственно, передней панели. Кстати, да, вот те металлические детали у нас интересные были, они у нас, кстати, да, взять, если вот эту вкладочку маленькую, она как раз относится к вот этому шагу, третьему, да. Она вносит тут свои некоторые коррективы, кстати, добавляет вот эти самые металлические детали вот сюда, которых здесь
Нет, такое впечатление, что они забыли их сделать в пластике или что-то, может быть, изначально хотели, раз правку делали целой отдельной вкладкой. Да, это, видимо, вот именно про эти металлические детали речь и идет. Значит, заканчивается эта сборочка вся. Ну, вот очень много мелких деталек, прям очень мелких. То есть сидеть тут можно довольно долго с этим совсем. Значит, все вот эти блюки кормовые, вот надевается кормовая деталь, ставится. Тоже все это, люки все эти отдельно приклеиваются. Ну, я так понимаю, никакого двигателя в комплекте не будет, поэтому открывать эти люки не получится. Значит, какие-то решетки подлючные, ну, вроде как на других моделях что-то такое драконы я видел, они фототравленными делаются, но тут я вот такого не вижу, чтобы тут какое-то травление под эти решетки устанавливалось, так что, наверное, обошлись как-то они без этого. Вот тут немножко нарисовано, что сразу можно подкрасить задний отражатель. Значит, ну и вот, да, то есть видно, что вот эта кормовая деталь, она тоже из кучи деталей собирается, то есть тут, в принципе, конечно, интересно, как это все сходиться будет в итоге, потому что, да, такие как бы по геометрии критические детали сразу, конечно, вызывают вопросы, когда из многих они деталей собираются, потому что, ну, велика вероятность, что это все дело как-то сегодня разъедется. Ну да ладно. Значит, тут заканчивается работа, так понимаю, с кормой, с ванной, пока и начинается, скажем так, интерьерная часть. Орудие, собственно, казенная часть, тоже довольно много деталей, все это вроде как достаточно детализировано должно быть. Вот. Можно понять, что орудие у нас, я так понимаю, отлито, ну, из нескольких частей, но в одну деталь, то есть не располовинено, что, конечно же, круто, но тут это, наверное, было проще сделать, потому что, собственно, сам ствол довольно короткий. Такой калибр большой, но ствол короткий. Ну, собственно, вот у нас все в некое такое яблоко вставляется. Радиостанция, вот куча вот этих поддерживающих элементов, на которые это ставится, опять же, из достаточно большого количества деталей собирается вот это все. Посадочное место у нас тут, вот видно, у нас есть рация, тут же сбоку ставится, кстати, какая-то клеть для рации с фототравления, там надо согнуть, я думаю, целый мини-конструктор будет, если до этого добираться. Значит, вот. Дальше опять мы переходим, уже рубка начинается под сборки, то есть вот рубка, так понимаю, вся тоже будет у нас из, насколько я понимаю, да, и тут тоже никакого, конечно, у нас тут в одну деталь рубки нет, все из разных деталей, при этом они делают их, то есть сначала под сборки там крыша, там все остальное, потом уже все это склеивается уже с мелочевкой в одну, так сказать, конструкцию. Ну, это, конечно, интересно будет делать, потому что довольно обычно муторно пытаться с кучей наклеенной мелочевки, потом это все собрать в кучу, оно еще сходиться не будет и так далее, что-то будет отлетать. Ну да ладно. Ну, видно, что очень много мелочевки устанавливается на крышу, на заднюю часть вот этой боевой рубки. Опять же, вот всякие травленые цепочечки у нас как опции идут для пистолетных портов, например. Сзади на раздвижные вот эти створки. Тут всякие вот решеточки фототравленные. Ну, то есть детализация, как, по крайней мере, задумана как такая достаточно эпическая, скажем так. В шагов, да, опять же, много в инструкции очень. Достаточно вот передняя бронепластина, скажем так, шиповое соединение, она тут будет устанавливаться с соседними деталями, видимо, как оно в реальности и было. Вот у нас стеклянные детали прибор наблюдения, я так понимаю, вроде как он изначально был такой же, как на Тигре, ну, в смысле для водителя, смотровое. Вот опять какая-то фототравленная клеть для каких-то внутренних там установки каких-то, тоже, по-моему, рация, не совсем понятно. В общем, да, вот с этой части, да, видно, что интерьерная, ну да, походу это что-то типа рации. То есть интерьерная часть довольно серьезная, то есть, я так понимаю, наверное, имелось в виду сделать интерьер, то, что вот мы видим, можно открыть люки, опять же, я не сказал на предыдущем шаге верхние, они довольно большие, соответственно,
Вот это, если их открывать, вот эта вся интерьерная часть, она будет видна. Всякие вот опять мини-цепочечки. И вот доходим мы до сборки, собственно, боевого вот этого отделения в одну кучу. Вот опять же, да, можно видеть, что все это из разных деталей состоит, довольно большого количества. Пистолетные порты, опять же, тут всплывают у нас в цепочках, прицельные приспособления. Укладка снарядов, кстати, тоже есть. Я почему-то сначала мне показалось, что ее нет, но вот она есть. Такие серьезные по калибрам снаряды. Видимо, даже тут на маркировке декалями наносятся на эти снаряды. Вот, собственно, вот эта вот укладка собирается и даже помещается вот здесь у нас скажем так, внутрь корпуса. Вот у нас, значит, ставится порт, скажем так, для главного орудия. И вот сама эта подсборка орудия в сумме в куче у нас сюда просовывается и устанавливается. Ну, куча стрелок, вот тут целый клубок такой, то есть, когда собирать, это будет довольно весело, наверное, выглядеть. Значит, что тут у нас гусеницы уже образовались как-то совершенно внезапно, то есть, вот видим, что модель, я так понимаю, наборные гусеницы, наборные, ну, никакие не рабочие. Хотя нет. Я, насколько понимаю, гусеницы вроде как бы, наверное, даже рабочие. Ну, то есть на шпеньках, я так понимаю, то есть вроде как подразумевается их защелкивать. То есть вот здесь видно, что на этой маленькой подсборочке видно, что что там видно, что, значит, предлагают нам не склеивать в местах соединений траки, то есть, по идее, это должно в каком-то щелчке соединяться. Ну, как так сказать, я знаю из опыта опытных моделистов, обычно такие соединения гусениц на щелчке, они, скажем так, оказываются не очень надежными, и по факту все придется заклеивать. Ну ладно, мы это посмотрим, как оно соберется. Такой технологии мне еще пока не встречалось. Написано, кстати, да, вот в отличие от многих других ребят, тут написано, что гусеничная лента состоит из 98 траков, что ее надо сразу покрасить и так далее. Ну, как бы спасибо, что посвятили, так сказать, потому что обычно не пишут, обычно сам разыскиваешь, сколько там траков нужно. Вот, значит, у нас это все уже рубка, задняя часть все в куче, тут уже устанавливаются, соответственно, запасные катки с держателями. Кстати говоря, почему катков запасных так много? Потому что из-за платформы Panzer 4 и того, что тяжелая вот эта вот вся конструкция, орудие, рубка эта бронированная, страдала подвеска. То есть, соответственно, частые были поломки. Поэтому катков вот аж целых запасных, аж целых 4 штуки было. Опять всякая фототравленная мелочевка ставится. Ну, тут у нас действительно остается в основном мелочевка. Всяческие там поддомкратные ящики, еще какие-то ящики из кучи деталей. Забавное, кстати, крепление. Ну, в принципе, ладно. Осветительные там приборы из кучи, опять же, деталей. Собственно, у нас что дальше идет? Что это за деталь, не совсем понятно. Какие-то, не знаю, фильтры воздушные. Что это? На выхлоп? Или это выхлоп боковой такой? Типа не сзади, а сбоку. Нет, банка глушителя сзади. Да не знаю, что это такое. Изучать дополнительно надо. Ну, домкрат тут, да, вот дополнительно. Тут опять же. Ну, вот тут, кстати, фототравленных деталей не очень много, как ни странно. Хотя вот здесь есть, да. Вот. Ну, то есть всяческие замки, держатели для всякого шанса и навесного оборудования, они в основном, я так понимаю, фототравленые. Соответственно, здесь у нас вот, да, домкрат огнетушители. Тут уже детальки устанавливаются для держателей броневых экранов дополнительных. Вот это вот гребенка для навески. Ну, все это, да, все это наклеивается отдельно. Да, но они, кстати, не травленые. Вроде как они, наверное, должны быть очень тонкие в реальности, но тут они не травленые. Значит, что у нас? Ну, тут уже завершающие этапы идут, соответственно. Опять же, травленная мелочевка в виде всяких микропроушин, дополнительные запасные траки крепятся на... Куда они, кстати, крепятся? Вот так вот смотришь вот на этот рисунок, да, вот траки куда-то
Куда эта стрелочка ведет? То есть в этом клубке как бы вот не сразу даже поймешь, да, что вот сюда она куда-то ведет. Ну, соответственно, что, да, фототравление, все это гнуть руками, конечно. То есть поработать руками, скажем, будет где? Значит, вот эти самые экраны, которые у нас из какого-то там интересного материала сделаны. Кстати, все, абсолютно все держатели проушены для экранов. Экраны, да, кстати, я тогда это специально что-то забыл на этом акцентировать. Они все, экраны, все составные части сделаны отдельными деталями. Соответственно, можно делать варианты с частично, вот как на боксарте, с частично отсутствующими экранами. Собственно, так как вообще в реальных боевых условиях довольно быстро теряли. Так что тут можно это делать. Но все вот этот вот миллиард этих самых проушин для удерживания экранов, собственно, это фототравление. То есть это все гнуть руками придется, инструментом, и все приклеивать на суперклей. Ну, довольно забавно. Обещает быть интересным. Тут, собственно, берутся эти экраны. Точнее, нет, берутся они еще вот здесь, но, собственно, вот они в кучу тут устанавливаются. Интересно просто, как будет выглядеть экран, если из кучи деталей попытаешь полный состав этих экранов. Что-то мне как-то, ну, видимо, придется их между собой склеивать, если захочешь сделать полностью, так сказать, целый набор экранов. Ну, мне кажется, при таком детализации подвески, гусеницы всего, тут, в принципе, сам Бог, так сказать, велел сделать, наверное, частично потерянный экран, чтобы было видно, было интереснее и так далее. Ну, то есть, вот эти все с двух сторон это все делается, экран эти навешивается, и, соответственно, мы получаем наш финальный вид модели. Вот, то есть, так сказать, запил на 2000 рублей, а по ощущениям, что 1000 на 6. Давайте смотреть пластик по порядку. Его много. Он расфасован в пакетики разные. Я даже не знаю, вот что-то так сомнений возникло, стоит ли его прям вскрывать. Или и так все видно. Ну, давайте, ладно, раз уж традиция вскрывать, то будем вскрывать. Судя по всему, так сказать, пакеты в неизменном виде лежали лет 10 где-то. Значит, ванна корпуса, да, в одну деталь вот у нас сделана. Выглядит как достаточно приличная. Вроде бы не погнута нигде, но тут будут распорочная деталь. Так что, да, я думаю, если даже она немножко там не идеальная, то выправится. Сразу в пластике куча всяческих отверстий. То есть, вот я, так сказать, вроде как насколько понял, что ничего сверлить нам не предлагается. Это очень круто. Очень днище такое детализировано, достаточно серьезно. И также в этом же пакетике у нас детали ходовой части частично находятся. Наверное, это именно для 4-го штурмпанцера характерные детали. Вот, кстати, можно, да, увидеть клеймо Тристара, Брумбар, интерьерный на литниках. Да, это, видимо, именно для Брумбара, для штурмпанцера 4 характерные детали. Скобы всяческие тут в большом количестве в пластике. Даже, кстати, сходу не совсем понимаю, откуда они идут. Ну да ладно. Значит, собственно, звездочки у нее, видимо, какие-то специфические. Там обода на эти звездочки, доп. Детали. Ну, в общем, вот как бы литье ажурное. То есть прошли годы, но я не вижу вот сходу на этих первых литниках каких-то проблем именно с литьем или с чем-то таким, с целостностью деталей. Все вроде выглядит довольно прикольно. Так, берем это сразу, чтобы не потерять, потому что литников, как я уже сказал, очень много. Перейдем к крупным деталям. Ну, то есть видно, что как минимум производитель нацеливался на какой-то премиум сегмент, то есть это можно сказать по детализации, по количеству, скажем так, дополнений, которые идут сразу с моделью. Конкурент, видимо, какой-то был дракону.
Это тоже, кстати, литник Брумбара. Вот, крупные детали, собственно, боевого, так понимаю, отделения. Тут же надгусечные полки у нас с характерным таким рельефом отлитым. Значит, верх. Все очень детализировано, отлита клепка, вот это все видно, достаточно прикольно. Ну, как бы так сказать, единственное, да, что можно сказать, я не отметил, подразумевается, что конкретно эта машина, судя по буксарту и вообще по тому, что это написано, что это ранний выпуск и так далее, должен быть с циммеритом, машинка должна быть с циммеритом. Как бы, но в инструкции там схема окраски, вообще, так понимаю, вообще ни слова про нанесение какого-либо циммерита, имитации. То есть в самом наборе никаких там декалей на имитирующих циммерит, так понимаю, никакого рельефа циммеритного на самом пластике у нас тоже не подразумевается. То есть как бы броня в своем исходном виде, соответственно, если действительно собирать эту машину с циммеритом, как, собственно, она, видимо, подразумевалась, то циммеритом придется, конечно, озаботиться самому. Это либо какой-то поиск каких-то, может быть, декалей автомаркета, если вообще на этого производителя он еще существует и остался, и вообще существовал, либо это что-то имитация шпаклевка или каким-то специальным. Ну, то есть, это, короче, отдельная песня. Для себя, как бы, глядев на этот набор, я, как бы, ну, четко решил, уже сейчас могу принять решение, никакого циммерита я, конечно, на нее наносить не буду, и буду, допустим, подразумевать, что это ну, некая раннего выпуска машина, там, допустим, дожившая до конца 44 года. Кстати, вот на схемах окраски как раз 44 год Италия, хотя это, скорее всего, не сентябрь, ну, там не помню, надо смотреть. Ну, допустим, что циммерита на ней не будет, и все, так сказать, потому что потому. Вот, ладно, отвлеклись, так сказать, немножко. Да, вот видно, что всякие тоненькие, достаточно ажурно отлиты, ничего вроде таких проблем нету. Тяжи на больших плоских деталях не вижу. Облоя тоже как такового, можно сказать, тоже нет. Смещений не вижу на пластике, чтобы что-то куда-то уехало на каких-то крупных деталях. Тоже вроде бы ничего этого нет. Так, значит, вторая деталь крупная. Второй литник с крупными деталями. То есть вот у нас видно интерьерные части, то есть полик боевого отделения, конструкция такая, значит, конструкция, поддерживающая, собственно, орудие, маска, скажем так, орудия. Вот тут видно имитация литья, сварки по кругу идет, насколько я понимаю. Вот, собственно, у нас ствол орудия. То есть видно, что, скорее всего, да, он отливался многоразъемную форму. То есть видно, что здесь литниковая рамка как бы отсутствует. Соответственно, сбоку, скорее всего, многоразъемная форма это заезжала. Соответственно, вот технологично отлита, то есть полностью с отверстием и большая часть ствола, и вот эта вставная поменьше. Они отлиты, в принципе. Но видно шов на самом деле, как бы сбоку. Несмотря на это, он остался. Но я подозреваю, что, наверное, так как это просто внешний шов на орудии, его, наверное, попроще будет что-то с ним сделать. А в остальном, как бы, действительно, да, полностью отлитые стволы. То есть видно, что ребята заморочились на технологиях. Гонконгские парни. Значит, да. Кстати, действительно, на всех литниках, несмотря на то, что унификация с четверкой, но на самом деле тут довольно, так понимаю, мало деталей. Литников унифицировано с четверкой, судя по инструкции, спонсор 4, я имею в виду выпуска того же производителя, потому что как неиспользуемых отмечено довольно мало деталей, я в основном понимаю, это ходовая часть, что логично. Опять же, тут тоже не вижу никаких-то проблем. Ну, вот кое-где там... Да нет, это даже не облой, это именно технологические какие-то приливы. Не вижу каких-то серьезных проблем, смещений. То есть, в принципе, пластик, по-моему, как сохранился. Ну, как сказать, сохранился.
Фирма просуществовала, я так понимаю, очень недолго, и, так понимаю, ну, судя по всему, Лили, они, ну вот, немножко видно изогнут, но тут, в принципе, это не проблема. Лили достаточно серьезного качества пластик, судя по всему. Так, и последний литник из этого же пакетика, крупные детали, опять же, детали боевого, собственно, отделения, боковые бронелисты, скажем так. Текстуры на них никакой нет, они полностью гладкие. Вот эта задняя часть, я так понимаю, с люком для загрузки тоже можно, в принципе, его делать, я так понимаю, открытым. Это у нас, я так понимаю, банка глушителя вроде как, или что-то такое. А, Ну, соответственно, все это вот, да, из разных деталей придется рубку собирать, да. Ну, тоже как бы все выглядит очень красиво, прикольно, по крайней мере, на первый взгляд. Как, конечно, по сходимости, это покажет время. Ну, чисто вот на первых дефектов, вот реально, ну, не видно. Все красиво, прикольно. Единственное, конечно, что такое членение очень мощное, да, у модели, то есть деталей очень много. И, скорее всего, очень много узлов отлито именно излишне детализировано, да, там, где можно, может быть, было бы в одну деталь что-то отливать. Но тут вот это вот из тех производителей, который, так сказать, хреначил членение прямо на все деньги. Так, давайте перейдем, наверное, по убыванию размера. Вот у нас еще одна деталька, литник, точнее говоря, от Брумбара, собственно. Хотя, может быть, кстати, тут уже и унифицированный. Тут идет кодовая, сейчас посмотрим. Уже, возможно, не уникальный для Panzer 4. Нет, хотя написано на маркировках Бомбах. Да. Вот у нас из крупных еще, соответственно, задние панели, верхние люки, надкормовое, моторный отсек, нижние части, которые крепятся у нас на, соответственно, днище корпуса на ванну снизу, даны тоже отдельными деталями. Ну вот у нас есть некая таут узел, который я не понял его назначения. Он уже у нас отлит половинами, несмотря на то, что по бокам какие-то есть технологические такие проемы. Но тут как бы никакого, видимо, уже не стали отливать в одну деталь эти штуки вот круглые, сделали располовиненными. Значит, что еще? Да, вот эти все решетки прозрачные, ну, скажем так. Да, опять же, не видно никаких-то проблем на литье. Вот так смотришь, все окей. Вот, ну, технологические приливы есть на некоторых деталях, которые, конечно, придется удалять отдельно. Это все так будет немножко, скажем так, местами может быть сложновато. Но в целом именно огрехов, которые бы вот были каким-то очевидным косяком. Ну, видно, что есть, да, вот внутренние части люков, да, которые теоретически, наверное, можно делать открытыми. Хотя моторный отсек, я так понимаю, конкретно в модели никакого двигателя не дается, поэтому если как бы тут из коробочно что-то делать, то, наверное, открывать эти люки смысла нет. Но, в принципе, да, ну тут есть как бы следы толкателей на внутренних частях, ну, как бы, они же должны же где-то быть. Так, опять же, многочисленные продолжения литников у нас. Опять же, вот у нас тоже литник от Panzer 4, Panzer Panzer 4. Тут уже идет мелочевка. Из прикольного, да, вот банка глушителей, это у нас она все-таки везде. Вот, кстати, на ней заметен достаточно заметный шов. Это, кстати, наверное, смещение все-таки. Похоже, по крайней мере, хотя вроде бы нет. Просто шов. Ну, шов есть. Но я думаю, в принципе, она отлита все равно, да, кстати, тут многоразъемные формы. Видно, что использованы с банкой. Она отлита в одну деталь и при этом полая. То есть из двух деталей собирается. Точнее, нет, даже из трех. То есть полая такая труба, и по бокам наклеиваются, собственно, ну, скажем так, остальные части. Достаточно тоже интересно. Обычно, в принципе, их делают одной деталью, никто там
никаким многоразъемной форме не заморачивается. Ну, собственно, поддarkадный ящик структуры дерева, структуры текстуры дерева, вот, кстати, он отлит. Довольно редко это можно увидеть в моделях, ну, скажем так, дешевого класса. Обычно просто ровненький такой отливают, а там вроде как прошаренные моделисты потом ножичком там, так сказать, выскребают это дерево, чтобы оно выглядело как дерево. Тут прям позаботились. Коуши для тросов, кстати, да, вот что можно сказать, никаких металлических тросов в комплекте нету. Соответственно, кстати говоря, в инструкции я не то чтобы заметил, что там что-то про трос говорилось. Трос Панцер 4, по-моему, должен, насколько я помню, крепиться сзади в такую сложную достаточно вязанку. Но тут, по-моему, про это даже нигде ничего не написано. Вот я смотрю, как бы про трос. То есть коуши для троса есть, но упоминания про трос в инструкции я, кстати говоря, не увидел. В принципе, они могли хоть как-то нарисовать, типа, куда он подразумевает скрепиться. Ну да, причем что коуши есть. Какая-то мини-штуковина сбоку, я даже не совсем понимаю, что это деталь. Да. Коуши сделаны, да, вот тоже. И вот эти боковые, видимо, куда надеваются там, у нас, по-моему, идущие звездочки или ленивцы, не помню точно. Все это сделано, опять же, многоразъемной формы, то есть с отверстиями боковыми. Видно, что как бы имеется в виду, имеется отверстие. То есть сложный такой технологический момент, который тут сделан. Домкрат, так понимаю, из двух деталей, из двух половинок у нас даже он сделан. Что-то необычное такое, обычно такое не увидишь. Ну, как бы, опять же, вот мелочевка вся очень детально и ажурно выглядит. То есть, если это 13-й год, то, в принципе, вполне себе на уровнях технологий 21-го, наверное. Обзор, наверное, из-за количества литников получится довольно-таки длинный. Да, я смотрю, уже хронометраж прямо у нас зашкаливает. Но тут как бы материал такой, да, скажем так, обширный. Так, постараемся ускориться. Значит, опять же, вот у нас часть, соответственно, кормовая, моторный отсек. Видно, что, да, опять же, люки открытые. Ну, как сказать, люки отдельные детали. Значит, что у нас тоже бомбаровская. Ну, это у нас передняя часть, тоже люки, в принципе, отдельные все детали. И вот это, по-моему, верхняя часть боевого отделения. Такая очень интересная какое-то у нее такое соединение. Ну, кажется, верхняя часть. Хотя нет, наверное, не верхняя. Это может быть какая-то внутренняя часть, что-то такое. Даже не помню, вот от чего эта деталь. Ну, тоже проблем нет, ладно. Особых. Ну, то есть видно, что количество деталей, скажем так, просто поражает. Ну, то есть это реально какой-то такой, судя по всему, задумывался конкурент хардкорному дракону с его немцами, которые, я насколько знаю, примерно вот в таком же уровне детализации разрабатывались. И до сих пор, кстати, продаются. Дракон никуда не делся, а вот Тристар, видимо, так сказать, гонку проиграл. Значит, что у нас на следующем пакетике? Ой, так. Тут у нас, я так понимаю, в основном детали, относящиеся к интерьерной, так сказать, части. Так, сейчас. Какой-то очень неподатливый попался. Ну, не только, но, я смотрю, во многом. Всяческая детализированная мелочевка. Так, тут у нас два одинаковых литника, значит, соответственно, смотри... Ну, нет, не одинаковых литника показалось. То есть у нас тут всяческие вот дополнительные, это, по-моему, внутряночные ящички у нас, к укладке снарядов, соответственно, сами снаряды, которые же унифицированы с 33-й гаубицей. Видно, что снаряды разных, так сказать, номенклатур, то есть разные по виду, соответственно, разные боеукладков у нас ходят. Ну, то есть какие-то приборы, рации, не рации, точно не скажу. Может быть, какие-то внутренняя связь. Значит, тут вот 48-я деталь, 49-я
Не совсем, кстати, понятно, то ли она отсутствует, то ли ее тут быть не должно. Вот здесь я имею в виду какой-то момент, который, скажем так, непонятно. Даже прям сразу посмотрю, раз уж начали. То есть это литник И у нас, и, соответственно, он у нас... не сразу ты и найдешь. Блин, где он действительно? Хм. Так, действительно интересно. У нас на схеме... Да, я его нашел. Да, два литника. Нет, все-таки это одинаковый литник. Это я немножко не туда посмотрел. Да, одинаковые литники. Да, и эта часть... Вот эта часть у нас... Так. Так, у нас вот эта часть. Да, она отрезана даже. Да, вот эта часть у нас тут детали откусаны, соответственно. Тут все нормально, то есть в том плане, что это не долив какой-то, не какая-то утеря, тут все окей. Действительно, это, видимо, детали от Panzer 4 или каких-то там модификаций. В общем, два одинаковых литника с укладкой и с всякими ящиками, то есть это в основном интерьер. Что дальше? И это еще не все. И это еще не все. Это еще даже не все. Еще один у нас литничек идет с всяческой мелочевкой. Я так понимаю, тут у нас уже ходовая, собственно, часть. Ходовая часть у нас, сейчас мы это узнаем, по логике должна быть уже унифицирована с Panzer 4, то есть не уникальные для этой модели литники. Да, их два одинаковых. Да, вот видно, что написано на клейме, что это 4-й Panzer. Ну вот видно, да, собственно, детали тележек, то есть тоже достаточно много деталей, тут рессоры, ну видно, да, рессоры отлитые пластины, но видно, что есть уже утяженки на рессорах, на самом деле, вот да, вот с рессорами, это, кстати, практически на всех наборах, даже хороших, дорогих, дешевых, обычно с рессорами всегда вот бывает проблемка, не доливают обычно какую-то что-то на этих самых рессорах пластинчатых. Сколько раз я такое уже видел, но в остальном вроде все прикольно. Только что количество деталей пугает, но как бы, так сказать, знал, на что шел. Значит, вот опять же ходовая часть, тут уже у нас катки. Опять же, унифицированные литники с, понятное дело, с 4-м панцером. Ну, по крайней мере, с какой-то из его версий. Их там тоже было миллион вариантов. Значит, тут, я так понимаю, у нас литники 3 одинаковых. Да. 3 одинаковых литника. Значит, катки у нас данные. Опять же, тут у нас... Ну нет, это не многоразъемная форма, это просто, видимо, часть отрезана, которая к этой модели не относится. Тоже как бы куча деталей по каткам. Тут уж катки точно многие производители отливают чуть ли не одной деталью. Ну, тут как бы много всего. И, соответственно, размножено в количестве, чтобы на всю кодовку хватило. Тоже, опять же, я как бы не вижу тут каких-то проблем. Вот на клейме написано, что это 4-й панцер с поздней обрезинкой. То есть это, видимо, какая-то из вариаций панцеров 4-х, в которых было куча вариантов, там куча своих нюансов по разным узлам у различных, так сказать, времен выпуска этих самых 4-х панцеров, который как бы, ну, самый массовый танк гитлеровской Германии, поэтому выпускался с кучей доработок и вариаций, и модификаций, и машин на базе, так сказать, практически, наверное, всю войну. Вот, переходим мы, собственно, к финалочке. Ну, не совсем еще, но близимся к финалочке по пластику. Литники с
траками. Собственно, их 3 штуки. Вот интересно, кстати, 3 штуки, 98. Обычно количество по тракам литников четное. Вот почему-то нечетное. Раз, два, три, четыре, шесть, два, три. Ну, по идее, должно хватить. Уж вряд ли не доложил 300 этих самых траков, я надеюсь. Не буду пересчитывать. Соответственно, что тут написано, что 40-сантиметровые траки. Ну, собственно, траки тоже были в куче вариаций различных у 4-х панцеров. Значит, траки наборные, в отличие от дракона, у которого есть наборные, но уже снятые с литников. Как бы там типа упрощенные. Тут как бы самим все делает. Ну, как бы ничего в этом страшного нет. Привычные. Крепление к литнику траков идет спереди, то есть вроде как бы достаточно просто их должно обрабатывать, какой-то серьезных прям вот запилов по тракам тут не ожидается, главное аккуратно. Ну и собственно, то сейчас можно попробовать глянуть, что там у нас Тристар придумал. Ну, кстати, да, траки очень такие, видно, что детальные, сложной формы. Придумал с защелкиванием. Ну да, я так, конечно, на камеру, скорее всего, видно не будет. Тут уже макросъемка нужна. Но на словах скажу, что да, действительно, внутри трака есть, скажем так, отверстия специально отлитые, которые теоретически должны вот эти самые шпеньки совпадать. То есть, по крайней мере, в теории с инструкцией и том, что якобы рабочая у нас лента будет получаться как бы совпадает. Как по факту, ну, я лично ставлю на то, что, скорее всего, конечно, эта лента банально держаться не будет ни на чем. Все-таки эти такие вот шпеньковые пластиковые соединения по тракам, они редко бывают надежными. Но посмотрим, то есть сам подход интересен. Отливать эти микроскопические выемки на траках. Ну и вот, да, вот из прикольного, что не часто увидишь, собственно, у нас тут. Да, тут прям интересно. Резиновые детали у нас. Ну, то есть это вообще выглядит действительно как резина, кстати. Кстати, я вот насчет резины, на самом деле, ходит момент, что резина как раз от долгого хранения в моделях может и, так сказать, немножко пострадать. По крайней мере, ну вот тут я вижу, что немножко оно подозрительно приклеилось внутри. Но это может быть не обязательно, что она начала как-то портиться. Выглядит она, в принципе, свеженькая такая, ну, мягенькая. Собственно, тут у нас обрезинка катков, то есть, ну, вот так сказать, Тристар пошел, так сказать, full запил мод и сделал покрышки, скажем так, обрезинку катков буквально резиновую полностью. То есть помимо обрезинки катков тут еще, ну вот что это такое, я сходу по инструкции не обратил внимания и сказать не могу. То ли это втулки для, собственно, крепления катков, так сказать, ну, на соединение трением, там, для покраски или что-то такое. То ли это какая-то дополнительная деталь, не знаю. Вот что вот тоже, вот это за деталь мне тоже не очень понятно. Тоже что-то по подвеске такое, я даже не помню. Ну, это надо будет смотреть. Сейчас я не буду ее в полчаса разыскивать в инструкции. Это же довольно интересно. В общем, два вот таких вот одинаковых литника. То есть обрезинка катков у нас у Тристара действительно обрезиненная. Как бы я, опять же, повторяюсь, единственный из минусов такого подхода, ну, возможно, немножко сложнее будет, да. Разве что красить вроде как легче, типа обрезинку покрасил отдельно, надел. Ну, скорее всего, пока ты ее наденешься, уже покрашенную, скорее всего, у тебя уже вся краска с нее слезет, потому что, конечно, покрасить резину это такое. А во-вторых, ну, сейчас как бы с резиной все хорошо, но вот что будет с ней через несколько лет и на модели, вот неизвестно на самом деле. То есть пластиковые, конечно, эти детали или какого-то хотя бы
пластикоподобного материала бы, наверное, как-то выглядели понадежнее. Но сам подход, конечно, забавный. Так, вот у нас, собственно, пластиковая детальная часть непосредственно политиком завершена, наконец-то. Спустя, наверное, неполный час времени, огромное количество. То есть на 2000, так сказать, набрал буквально дофига. Давайте посмотрим допы, скажем так, условные, которые не допы, а из коробка в данном случае. Ну, как бы вот у нас что можно урвать за эти деньги, если знать места. Опять же, повторяю, что ни на каком, не на Авито покупал, а вот в магазине. Вполне себе. И даже не в уценке. Значит, у нас действительно инструкция не соврала. У нас 3 платы фототравления. В данном случае вот они, да. 2 маленьких, одна побольше. Ну, в принципе, в общем, я так понимаю, это не какой-то там супер гигантский комплект фототравления. Но, собственно, меня это и радует, потому что, конечно, с фототравлением работать, ну, это сложный процесс, тут ничего не скажешь. Выглядит оно так прикольно, ничего не проржавело, ничего никуда не изменило цвет. Тут, я понимаю, всякие замочки для шансового, наверное, инструмента или что такое. Ну, в общем, гнуть тут не перегнуть, как бы, понимаете. Действительно видно, что в комплект включили, так сказать, по максимуму. Ну вот у нас, собственно, прозрачные, опять же, детали прибора наблюдения водителя. И опять же дан прозрачным перископ. Прицел, видимо, на рубку. То есть, чтобы, видимо, его, так сказать, окуляр выглядел похожим на стекло. Ну, тоже, кстати, внимание к деталям, прям скажем. Значит, из такого еще у нас есть... Ну, давайте все-таки глянем. Что же у нас предложили по экранам такое интересное, потому что, по-моему, ни у кого я ничего подобного не видел. Почему-то вот решили не фототравление делать, но, видимо, как могли, экономили, что ли, я уж не знаю. И так, наверное, стоимость модельки получилась большая. Не сразу и срежешь-то. Неужели, вот думаю, из резины сделали? Добраться, собственно, тяжело, да, непосредственно. Но я справился. Так, посмотрим. Что же у нас за такое ноу-хау из 2013 года? Так, значит, действительно, кстати, очень тонкий материал. Действительно тонкий. То есть такая замена травлению. Но это что-то типа... очень тоненького АБС пластика, то есть, знаете, по ощущениям похоже вот на дошираках пластик, да, только там, может быть, он чуть потолще. Ну, форму, кстати, ровную они держат, то есть не гнутся, не разваливаются. По толщине такой, знаете, наверное, бумага фактически. То есть не бумага по материалу, но по ощущению, вот размечены места креплений, собственно, на них. То есть, ну, тут, скорее всего, суперклеем, конечно, подклеиваться. Хотя, может быть, кто знает, может быть, и модельный пойдет. То есть, ну, вот так вот решена Тристаром была проблема тонких экранов. Ну, выглядят они действительно тонкими, да. Тут не поспоришь. Собственно, значит, вот эти вот части передние, которые даны в металле, которые не совсем понятно, они то ли забыли в пластике сделать, им пришлось наспех что-то изображать из чего-то типа фототравления. Вот не совсем понятно, но почему-то их дали отдельно. И они присутствуют на вкладке исправления конструкции. Наверное, все-таки там какой-то момент косяка был. И декалька. Ну, как бы, собственно, у прототипа, наверное, там не сильно-то было всяческих маркировок много, но декалька дана вот на 3 бортовых номера, кресты, соответственно, ну и вот 6 маркировочек дано, которые там на снаряды, собственно, у нас должны наклеиваться.
но видно, что печатал опять тот же самый картограф, как у того же самого Хабибоса. Ой, Бронко. Так, ну что, наконец, спустя проделав этот долгий, трудный путь, мы добрались до финала, то есть коробки больше ничего не осталось, так сказать. Что можно сказать по итогу? Что реально, ну, собственно, будь этот набор по современным меркам, ну, как бы такого уровня комплектации, это все заходит, наверное, за трешку точно, да? А какой-нибудь дракон там и за четверку спокойно. Тут как бы удалось выхватить за какие-то, наверное, по нынешним меркам уже смешные, а через некоторое время даже и фантастической цене, поэтому почему бы как бы и нет. Посмотрим. Ну, подготовиться к сборке, конечно, данного набора надо морально, собственно, серьезно, потому что деталей дофига, травления дофига, нюансов всяческих, скорее всего, будет дофига. Инструкция такая, скажем так, для пытливых умов. Хотя не то, чтобы говорю, что она какая-то плохая или как-то. То есть это, конечно, нет, инструкция, ну, это, конечно, хорошая инструкция, но все-таки, конечно, можно было ее сделать немножко поподробнее. То есть вот такой вот пришелец, скажем так, из прошлого, такой вот Атлант из Атлантиды и гипербореец, так сказать, последний, можно сказать, живой. Ну, наверное, можно было бы, конечно, как коллекционную ценность его реализовать, знаете, отложить и через 20 лет, может быть, там, ну, как бы я вот, вскрыв пакетики, на самом деле, коллекционной ценности уже лишил во многом эту модель, видимо, я ее буду собирать, потому что, ну, когда-нибудь соберусь. Все-таки моделька, она должна, так сказать, жить. На этом мы закончим. До новых обзоров.